После страшного падения в 9-месячном возрасте у малышки скрутило шею, и она целых 10 лет не могла ею пошевелить. Все изменилось, когда известный хирург решил подарить ей бесплатную операцию. Скажу одно, это того стоило. История девочки потрясла меня до глубины души, а то, как она сегодня выглядит, очень сильно удивило меня. Как это случилось и как-то сейчас выглядит, я и хотела вам сегодня рассказать. Оказалось, что не перевелись еще добрые и благородные люди с золотыми руками. Пока они есть, не умирает надежда, что даже в нечеловечески сложных, невероятно тяжелых ситуациях выход тоже есть. Таких примеров масса. Взять хотя бы историю несчастной пакистанки Афшин Гул, которая с младенчества из-за несчастного случая получила тяжелейшее искривление шеи, от чего много лет испытывала сильнейшую боль. Малышке не было и 10 месяцев, когда старшая сестричка, не удержав ее в руках, уронила. С того дня и скрутила ей шею на 90 градусов. До 12 лет ребенок жил в мучениях. Все это время родители пытались помочь дочери, обращаясь к различным врачам. В конце концов они отвезли дочь в одну клинику, где ей совершенно бесплатно поставили специальное ортопедическое устройство. К сожалению, и даже после этого мероприятия состояние маленькой пациентки не улучшилось. Она все так же не могла двигаться, даже обслуживать себя была не в состоянии. Ни говорить, ни самостоятельно принимать пищу девочка была не способна. Почти все время она просто-напросто обреченно лежала и страдала, надеясь, что случится чудо, и кто-то сумеет ей помочь. Родители Афшин Гул больше 10 лет обивали пороги буквально все больниц, до которых они только могли дотянуться, но абсолютно все врачи говорили им одно и то же, указывая на то, что у девочки церебральный паралич и надежды на излечение не было никакой. Сложно представить, что девочка чувствовала все это время, ведь в самые прекрасные годы жизни Афшин была лишена простых детских радостей, в то время как ее сверстники могли посещать школу, бегать, играть и радоваться жизни. Благо, выход из этой ситуации был. Самое грустное в этой ситуации то, что маленькая пакистанка нуждалась в дорогостоящем лечении, на которое средств у ее семьи не было. Самое главное, что родители не теряли надежду и ни на минуту не опускали руки, ведь даже в самых сложных ситуациях стоит надеяться на излечение. Были случаи, когда врачи помогали даже тогда, когда болезнь считалась неизлечимой. Примером подаренного медиками шанса на восстановление здоровья может быть история мальчика Мурата с редчайшей генетической патологией позвоночника, так называемым синдромом Протея. Эта болезнь проявляется в слишком быстром росте отдельных частей тела, все это может привести к инвалидности и даже к смерти. Болезнь у ребенка начала развиваться, когда тот вступил в подростковый возраст. Хирурги из ДКБ им и Пирогова провели уникальную, сложнейшую 7-часовую операцию. Теперь Мурат снова может заниматься спортом и кататься на велосипеде. Пришло время, когда врачи смогли подарить шанс на выздоровление и Афшин из Пакистана. Стоит отметить, что толчком для этого стала статья местных журналистов, которые написали о ее трагической судьбе. Она не оставила равнодушными очень многих, но самое главное, газета с этой историей несчастной девочки попалась на глаза врачу из Индии, который специализировался именно на таких вот сложных операциях на позвоночнике. После прочтения той самой статьи хирург Раджгопалан Кришнан решил сделать бесценный подарок и абсолютно бесплатно прооперировал девочку. Весной 2022 года он бесплатно сделал ей операцию, без которой Афшин долго бы не прожила. 6 часов он не отходил от операционного стола, чтобы вернуть ребенку нормальную подвижность. Посмотрев на последние фотографии девушки, вы сами убедитесь, что каждая секунда, потраченная на операцию, была потрачена не зря. Собственно, так сегодня и выглядит Афшин. Вот что я называю золотые руки. Ставьте лайк, если согласны, что у нашего сегодняшнего врача именно они и есть. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.